Всем здравствуйте! Хочу предложить вам вот такие пинетки. Эти пинетки связаны по мастер-классу, который есть у нас на канале. Называется он «Бесшовные пинетки со схемой». Ссылка будет здесь под видео в инфобоксе. Но эту модель я немного усложнила в области мысочка и в задней части пинеточки. Кому понравилась эта модель, оставайтесь, будем вязать вместе. Для вязания этих пинеток я буду использовать спицы 3 мм толщина. Пряжа у меня в 50 граммах 130 метров. Набираем на спицы 9 петель и будем вязать платочной вязкой 26 рядов. Кромочную сняли, дальше вяжем лицевыми петлями. Провязав 26 рядов платочной вязкой, соединяем петли наборного ряда и петли на спице в кольцо. Кромочную сняли, поддеваем петелечку в наборном ряду, одеваем ее на левую спицу, возвращаем кромочную петлю и провязываем их 2 вместе лицевой петлей. Поднимаем следующую кромочную петлю в наборном ряду, одеваем на спицу левую, провязываем 2 вместе. И так мы будем провязывать все петельки наборного ряда и петельки на спице попарно. Продолжаем так до конца ряда. Соединив петли, у нас на спице 9 петель, поворачиваем вязание, провязываем лицевыми петлями их. Теперь мы будем вывязывать мысочек пинетки. Снимаем кромочную, вяжем лицевую 1 петлю, делаем накид. Затем нам надо провязать 2 лицевые петли, но поменять их надо местами. Сначала провязать вторую лицевую петелечку, вот эту, а затем первую. Но чтобы нам не снимать на дополнительную спицу, мы провяжем вот так. Сначала подхватываем вторую петелечку, смотрите, провязываем лицевой. А теперь берем первую петельку и провязываем тоже ее лицевой. Теперь снимаем. Дальше делаем накид, лицевая петля, накид.
Снова нам надо провязать 2 петли лицевой, но поменять их местами. Теперь нам надо, чтобы первая петелька была перед работой, если бы мы снимали на дополнительную спицу. Но мы провяжем опять немножко по-другому. За заднюю стеночку провяжем вторую петелечку, снимем аккуратно и подхватим первую петлю, которую мы не провязывали. И теперь провяжем ее лицевой петлей. Накид делаем, лицевая и кромочная петля. Изнаночная сторона работы. Кромочную снимаем петелечку. Это второй ряд у нас. Лицевая. Накид будем провязывать вот так скрещенно, чтобы не было дырочки. 2 изнаночные петли. Также накид вяжем скрещенно. Лицевая петля. Накид провязываем. 2 изнаночные петли. Накид за заднюю стенку провязываем. Лицевая и кромочная. Поворачиваем вязание. Третий ряд. Кромочную снимаем. 1 лицевая. Накид. Изнаночная. Теперь 2 лицевые. Мы снова будем провязывать скрещенные такие, да? Провязываем сначала вторую петлю лицевой, затем первую петелечку и снимаем. Изнаночная петля, накид, 1 лицевая, накид, изнаночная петля. Снова у нас идут 2 лицевые петли, которые нам надо поменять местами. За заднюю стеночку провязываем вторую петельку, снимаем с работы, берем первую, подхватываем петлю и провязываем ее лицевой. Изнаночная петля, накид, лицевая и кромочная. Четвертый ряд. Кромочную снимаем. Одна лицевая. Накид вяжем за заднюю стеночку. Лицевая. 2 изнаночные петли. Лицевая петля. Накид за заднюю вяжем лицевой. Лицевая петля. Накид провязываем за заднюю стенку лицевой петлей. Снова лицевая петля.
2 изнаночные, лицевая петелька, накид за заднюю стеночку провязываем, лицевая и кромочная. Пятый ряд. Кромочную снимаем. Лицевая, накид. 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 лицевые петли скрещенные, которые мы должны поменять местами. Провязываем лицевой, вторую петелечку провязываем лицевой, первую петельку провязываем лицевой, снимаем их, 1 изнаночная, накид, 3 лицевые, накид, 1 изнаночная, 2 петли меняем местами. Сначала провязываем вторую петелечку за заднюю стенку, снимаем аккуратненько, поднимаем первую петлю и провязываем лицевой, изнаночная, лицевая, накид, лицевая и кромочная петля. Шестой ряд работы. Это изнаночная сторона, кромочную снимаем, лицевая петля, накиды провязываем лицевой, снова лицевая, лицевая. Получается, мы провязали 4 лицевых петли, 2 изнаночные, 1 лицевая, накид лицевой, лицевая, накид лицевой и лицевая. Получается, мы провязали здесь 7 лицевых петель, 2 изнаночные, лицевая, также лицевая, накид лицевой и лицевой, до конца вяжем. Седьмой ряд. Кромочную сняли, лицевая, накид, 2 лицевые петли, 1 изнаночная, 2 лицевые скрещенные, провязываем вторую петелечку и теперь первую петлю снимаем, изнаночная, накид, 1, 2, 3, 4, 5 лицевых петель, накид, изнаночная, 2 лицевые петли скрещенные, провязываем вторую петлю за заднюю стенку, снимаем, удерживаем первую петелечку, провязали лицевой, изнаночная, 1, 2 лицевые петли, накид,
лицевая и кромочная. Вот что у нас уже получается. Изнаночная сторона работы — это 8-й ряд у нас. Сняли кромочную, вяжем лицевые. 1, 2, накид лицевой также, 3, 4, 5 лицевых, 2 изнаночные. Теперь вяжем лицевыми петлями, накиды также лицевыми за задние стенки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевых мы провязали. 2 изнаночные. Далее также лицевые петли и накид провязываем лицевой петлей за заднюю стенку. Восьмой ряд мы провязали. 9-й ряд. Кромочную сняли, 1 лицевая, накид, 1, 2, 3 лицевые петли, изнаночная, 2 лицевые скрещенные, провязываем вторую петелечку и первую. Снимаем, изнаночная, накид делаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых петель, накид, 1 изнаночная, 2 лицевые петли скрещенные, меняем их местами. Провязываем вторую петлю за заднюю стенку, снимаем аккуратно со спицы, подхватываем первую и провязываем. 1 изнаночная, 1, 2, 3 лицевые петли, накид, лицевая и кромочная. Так, мы с вами провязали 9 рядов. Я здесь подсматриваю шпаргалку свою. Вяжем 10-й ряд. Кромочную сняли, 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых петель провязали мы, 2 изнаночные, теперь вяжем 4 лицевые петли, 1, 2, 3, 4. Далее 3 изнаночные петли, 1, 2, 3, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные и 6 лицевых, 1,
2, 3, 4, 5, 6 лицевых и 1 кромочная. Теперь мы будем вязать 11 ряд. Кромочную снимаем, 1 лицевая, накид, 1, 2, 3, 4 лицевые петли, 1 изнаночная, 2 лицевые скрещенные, меняем их местами, изнаночная 1 петля, накид делаем, так. Теперь у нас дальше будет 2 лицевые петли, 1 изнаночная петля и 3 лицевые петли мы провязали на изнаночной стороне. Мы будем их провязывать вот так. Третью петелечку протягиваем через 2 петли. Теперь провязываем лицевую, делаем накид и снова лицевая, изнаночная 1, 2 лицевые, накид, 1 изнаночная, 2 лицевые дальше у нас идут, которые мы должны поменять местами. Провязываем вторую за заднюю стенку. Вот. Снимаем аккуратненько. Поднимаем первую петелечку, провязываем лицевой. Изнаночная. 1, 2, 3, 4 лицевые, накид, 1 лицевая и кромочная. Повернули вязание. Это у нас будет 12 ряд работы. Снимаем. 1 лицевая, накид за заднюю стеночку провязываем, 1, 2, 3, 4 петли лицевой, 5 лицевой, 2 изнаночные, лицевая петля, накид за заднюю стеночку, лицевая, так, сейчас подсмотрим, 2 лицевые петли, 3 лицевые, значит, получается, мы провязали 2 изнаночные и 5 лицевых петель. Теперь вяжем 3 изнаночные петли, 1, накид изнаночной и еще изнаночная петля. Теперь 5 лицевых, 1, 2, 3,
и накид 4, 5 лицевых, 2 изнаночные петли и лицевые петли вяжем до конца ряда. Тринадцатый ряд. Кромочную снимаем, 1 лицевая, накид, 1, 2, 3, 4, 5 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевые, провязываем вторую лицевой и первую петельку, 1 изнаночная, ой, не так, вот так, накид, 1, 2, 3 лицевой, 1 изнаночная, 3 лицевые петли вяжем, провязали 3 лицевой, затем изнаночная, 1, 2, 3 петли лицевой, делаем накид, 1 изнаночная, 2 лицевые, которые мы меняем местами, провязываем, 1 изнаночная, 1, 2, 3, 4, 5 лицевых, накид, лицевая и кромочная. Повернули вязание, вяжем изнаночный ряд работы, кромочную сняли, вяжем лицевые петли и накиды также вяжем лицевыми, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицевых петель, 2 изнаночные, 2 лицевые петли, 2, 3, 4, 5, 6, 3 изнаночные, 1, 2, 3, лицевые 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 изнаночные и до конца ряда вяжем лицевые петли. Накид также провязываем лицевой за заднюю стенку. Вот так. Теперь мы будем вязать 11 ряд. Ой, простите, это у нас будет уже 15 ряд мысочка. Кромочную сняли, 1 лицевая, накид, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид 1, 2 лицевые скрещенные, провязываем вторую петелечку,
затем первую. Изнаночная, лицевые петли, 1, 2, 3, 4 лицевые петли, 1 изнаночная. Теперь у нас 3 лицевые петли мы будем провязывать, как уже провязывали, вот таким способом. Лицевая, накид и лицевая. Изнаночная, 4 лицевые петли, накид, 1 изнаночная, 2 скрещенные петли, одна изнаночная, лицевые петли, так, сколько мы провязали их здесь, 6 лицевых петель, накид, 1 лицевая и кромочная. Так, 16 ряд работы, изнаночная сторона. Снимаем кромочную. Накид провязываем лицевой. Так, сколько у нас здесь будет? Смотрите, значит, кромочную мы сняли. 1, 2, 3, 4, 9 лицевых петель. 2 изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых. 3 петли изнаночной, накид мы тоже провязываем изнаночной петлей. Далее лицевые петли. Опа, я потеряла накид в лицевом ряду. Придется вернуться. Так, значит, после 3 изнаночных петель здесь провязываем 7 лицевых петелек. Теперь 2 изнаночные. И до конца ряда вяжем лицевые петли вместе с накидом. Накид также провязываем лицевой. Продолжаем вязание. Кромочную сняли, 1 лицевая, накид. Так, здесь должно 7 лицевых быть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали лицевыми. 1 изнаночная, 2 петли скрещенные, провязываем вторую, затем первую петелечку.
1 изнаночная, накид, который я в прошлом ряду потеряла. Далее вяжем лицевые петли. 2, 3, 4, 5. Изнаночная. 3 лицевые. Изнаночная петля. 1, 2, 3, 4, 5 лицевых. Накид. 1 изнаночная. 2 петли, которые мы должны поменять местами. 1 изнаночная. Далее вяжем лицевые петли. Сейчас скажу сколько. 7 лицевых петель. Накид, 1 лицевая и кромочная. Так, 17 ряд работы. Кромочную сняли. Лицевая. Накид. Лицевой вяжем за заднюю стеночку. Далее лицевые вяжем. Так. Всего мы провязали лицевыми петлями 1, 2, 3, 4, 5, 10 петель. 10 петель провязано лицевыми петлями. 2 изнаночные, лицевая, накид вяжем лицевой. Далее вяжем также лицевые петли. Значит, после 2 изнаночных мы провязали с вами 8 лицевых петель. 3 изнаночные петли. Далее лицевые. Накид лицевой 8. Так, 2 изнаночные. И до конца ряда вяжем лицевые петли. Продолжаем вязание. 18 ряд. Кромочную сняли. 1 лицевая, накид, 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевые петли скрещенные, 1 изнаночная, накид делаем, 1, 2, 3, 4,
5, 6 лицевых, 1 изнаночная, здесь 3 лицевые петли, мы будем провязывать вот так их. Третью перебросили через 2 петли. Теперь провязываем лицевой, накид, лицевой, изнаночная петля, 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель лицевые, накид, 1 изнаночная, 2 петли скрещенные, вяжем вторую петелечку за заднюю стенку, сняли первую, надели на спицу и провязали. 1 изнаночная, лицевая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, накид, лицевая и кромочная. Изнаночная сторона работы, и это у нас 20 ряд. Кромочную снимаем. Одна лицевая, накид вяжем лицевой, далее 9 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 2 изнаночные, лицевая, накид, вяжем лицевой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель лицевой, 3 изнаночные, накид также вяжем изнаночной, 7 лицевой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид и еще 1 лицевая, 2 изнаночные петли, лицевые вяжем до конца ряда. Поворачиваем вязание. Вяжем 21 ряд. Кромочную сняли, 1 лицевая, накид, 10 лицевых петель. Так, проверим. 1, 2, 3. Значит, все правильно. Я проверила. Правильно, не 10, а 9 здесь лицевых петель. Мы сняли кромочную, 1 лицевая, накид и 9 лицевых петель.
Теперь 1 изнаночная, 2 лицевые скрещенные, одна изнаночная, накид, так, лицевых петель 7 вяжем, 7 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее 1 изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, 7 лицевых, 1 накид, изнаночная, 2 лицевые, скрещенные, изнаночная, 9 лицевых вяжем, накид, 1 лицевая и кромочная. Изнаночная сторона работы, и это 22 ряд. Кромочную сняли, 1 лицевая, накид за заднюю стенку. Вот теперь у нас 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 изнаночные, лицевая, накид за заднюю стенку лицевой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицевых, 2 изнаночные, ой, простите, 3 изнаночные, 8 лицевых, накид за заднюю стенку лицевой, 1 лицевая, 2 изнаночные петли. До конца ряда вяжем лицевые петли. Накид также провязываем лицевой петлей за заднюю стеночку. Так, на спице у нас должно быть 53 петли. Мысочек вывязан. Теперь переходим к вязанию подошвы. Значит, нам надо провязать 22 петли вместе с кромочной. Вяжем 1, 2, 3. Проверим сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 22 петли. Отделим их маркером.
Вяжем 9 петель. Пятая петелечка у нас по центру идет. Девять. Теперь вяжем 2 вместе лицевой. Повернули вязание. Сняли лицевой. Вяжем 9 петель до маркера нашего. Можно и без маркера, конечно, кто хочет. Если нету маркера, можно взять обычную булавку, можно взять контрастного цвета ниточку и пометить себе. В общем, это по желанию. Теперь вяжем 2 изнаночные. Повернули вязание. Кромочную сняли. 9 лицевых. Здесь уже нам маркер и не нужен. Уже так видно, где надо снимать петелечки. 2 вместе лицевой провязали. Поворачиваем вязание. Сняли петельку. Вяжем лицевой 9 петель. Девять. Изнаночная провязываем 2 петли вместе. Сняли. Провязали 9 лицевых. Провязываем 2 вместе лицевой. Снимаем кромочную. Девять лицевой вяжем. 2 вместе изнаночной. Снова вяжем 9 лицевой. Я снимаю петелечку, меняю их местами, чтобы получалась вот такая дорожка лицевая. Как с одной стороны, так и со второй стороны. Сняли. Снова 9 лицевых петель. Провязываем 2 вместе изнаночной. И так мы будем продолжать убавлять петли в боковых частях, пока у нас не закончатся петелечки сбоку. В итоге у нас получается, мы провязываем все время 9 лицевых, да? А в итоге получается, принимают участие у нас в вывязывании пятки еще дополнительные 2 петелечки.
Вот одна, снимаем мы ее. Вяжем 9 лицевых петель. И вот вторая петелька. Поменяли их местами и провязали лицевую. Я думаю, уже понятно, как надо вязать подошву пинетки. Продолжаем вязание. Покажу, как можно убавить петельки с лицевой стороны подошву, да? Другим способом. С ним не провязываем эту петелечку, мы провязываем вторую и вот так перебрасываем. Так тоже можно убавлять петельки. Это изнаночная у нас сторона работы. Повернули лицевая сторона работы. Оставляем не провязывая. Вторую петелечку провязали. И они ничем не отличаются, точно такие же, как и мы убавляли другим способом. Так что выбирайте, каким вам больше нравится. Провязав подошву пинетки, на спице у нас остается 11 петель. Их мы будем вязать резинкой 1 на 1. Боковые части, где мы будем поднимать петельки, будем провязывать платочной вязкой. Вот как здесь. Платочная вязка. Здесь резиночка 1 на 1. И снова платочная вязка. Сменили нить, поставили другим цветом. И вяжем резиночку. Начинаем с лицевой петли. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная петля, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и лицевая. По боковой части здесь мы будем поднимать 9 петель. Из протяжки подняли одну петельку, повернули вязание, сняли первую петлю. Так, здесь у нас изнаночная первая идет, вернее вторая петля, лицевая, вяжем резиночку 1 на 1. В конце ряда поднимаем одну петелечку.
Сняли первую, лицевой вяжем. Здесь у нас резинка идет. Дошли до края пинетки, поднимаем еще одну петелечку. Лицевая. Здесь у нас начинается резиночка, изнаночная петля. Вяжем 11 петель резинки. Поднимаем петлю из боковой части. Лицевой провязали, сняли петельку первую, потом лицевая, затем идет резинка 11 петель. Здесь платочная вязка у нас идет уже. Две петли платочной вязкой провязываем лицевые петли. Дальше идет резинка 11 петель. Поднимаем петелечку одну еще. Первую петлю снимаем. 2 петли лицевой. Дальше идут 11 петель резинки. Платочная вязка. Поднимаем. Провязали лицевыми петлями. Это платочная вязка, которая относится к боковой части пинетки. Дальше идет резинка 11 петель. Провязали резиночку. Платочная вязка идет. Лицевыми петлями вяжем. Поднимаем еще петелечку сбоку пинетки. Итак, нам по боковой части надо поднять 9 петелек. Смотрите, я вязание разделила на 3 спицы, так как будут петли у нас добавляться, и не совсем удобно будет вязать на 2 спицах. И так легче контролировать, сколько петель мы подняли по боковому шву пинетки. Итак, мы будем продолжать вязать до тех пор, пока на боковых спицах у нас
будет поднято 9 петель. Мы подняли 4 петли, еще нам 5 петель поднять. Продолжаем вязание. Подняли по боковых частях пинеточки по 9 петель. При желании можно поднять и 10 петелек. Пожалуйста, почему бы и нет. Будем вывязывать хлястик. Вот для такого хлястика нам надо набрать 16 петель. Я буду просто так набрасывать петелечки. Есть, конечно, и другие способы набора петель. Пожалуйста, можете использовать. Это не столь важно. Так, сколько? 10. Набрала 16. Провязывать будем платочной вязкой. Первый ряд, конечно, не совсем удобно вязать. Ничего, справимся. Среднюю часть, где у нас 11 петель, мы так и продолжаем вязать резинкой. Дальше у нас платочная вязка идет. Повернули вязание. Кромочную петелечку сняли. Вяжем платочную вязку боковой части пинетки. Центральная часть пинетки вяжем резинкой. Одиннадцать петель. Здесь платочная вязка. После того, как мы набрали петельки для хлястика, мы провязали 2 ряда. Еще нам надо провязать 4 ряда и сделать дырочку, точнее петельку для пуговицы. Убрала лишние спицы, а то уже с ними неудобно было вязать. Значит, провязали 6 рядов. И теперь будем делать петлю для пуговицы. Кромочную сняли. 3 лицевые. Накид сделаем. И 2 петли провяжем вместе. Все, продолжаем вязать тогда до конца ряда, как мы и вязали. Платочная, в центральной части резиночка у нас остается здесь. В этом ряду накид провязываем лицевой петлей.
Это у меня изнаночная сторона работы, и я начала закрывать петли на пинетке. Вы же можете провязать ряд до конца, как обычно ввязали здесь пинеточку, и закрывать петли с лицевой стороны. Я это делаю, потому что предыдущую пинеточку, первую, я закрывала петли с изнаночной стороны. Поэтому я и эту пинеточку уже так закрываю петельки. Петли закрывайте удобным для вас способом, как вам больше нравится. Я закрываю так, провязываю петелечку и затем перебрасываю. Можно провязывать по 2 петли вместе, и результат получится тот же самый. Я привыкла так закрывать петли. Закрываем до конца петельки. Пинетку довязали, петли закрыли. Остается спрятать нитки, пришить пуговицу, декор. И все, и пинетка наша будет готова.